Качество жизни. Все чаще и чаще мелькающий термин в соцсетях. О чем идет речь? Я попробую рассказать в своем коротком ролике. С вами я, Николай Соловьев, я клинический психолог, гипнолог, кинезиолог. Из чего оно состоит? А еще точнее, а что может на него влиять? А что может влиять на него самым непосредственным образом? Все верно, наши внутренние конфликты. Представляете разницу потенциалов у человека в голове между его убеждениями, которые он сформировал, и тем, что он видит вокруг. Между тем, что он должен для кого-то достигать, и тем, что он хочет на самом деле. Тем, что ему вбивает в голову те соцсети, промоутеры, маркетологи, которые трудятся вокруг него, и что он чувствует на самом деле. То, что ему вложили в детстве родители, и то, что он хотел бы сам. Представляете, сколько таких конфликтов может быть в нашей голове? Мы также живем, получаем мышечные травмы, спортивные травмы. Это конфликты нашего тела, которое физически не может исполнить одно или другое движение, ограничено в том или ином действии. Либо мы почему-то не прогрессируем, допустим, в спортивных результатах. И этот конфликт начинается именно с точки зрения опорно-двигательной системы человека. Это решается одним методом. Если мы вспомним про пищевые конфликты, что можно кушать, что нельзя, что нам рассказывают, что надо поесть, что мы хотим на самом деле. Надо попить стакан воды, надо сделать лимфодренажную гимнастику, еще чего-то. А мы видим у себя на столе совершенно другую еду, и лимфодренаж никакой мы не делаем. И наш кишечник говорит, что же ты опять в меня положить собрался. Еще один внутренний конфликт, и тоже на это надо обратить внимание и решать его прежде всего. Ну и, конечно, наши мысли, наши скакуны, которые не дают нам покоя, и могут заводить человека от депрессий до фобий, каких-то панических атак и много еще чего. Так что, друзья мои, качество жизни – это отсутствие конфликтов, их правильное решение с нужными специалистами самостоятельно на том или ином уровне. И чем вы больше их можете, умеете решить, а самое главное не создавать потом, тем выше будет то, что мы назвали этим красивым выражением – качество жизни.